Aloha. Yeah. Yeah. Are we back? Ну что, вернулись? I know there's people still wandering. Кто-то еще бродит. The bodies are here. The bodies are Тела here. здесь. Are the spirits here? А дух? Are the emotions here? А эмоции? Is the intellect here? А интеллект? Hopefully it's just part of the larger system. А надеюсь, что все это часть нашей большей системы. So, seeing the field. This is one idea about seeing the field. Хорошо, видение поля – это один из инструментов, один из процессов. Gathering the symbols. Когда мы собираем в поле символы. Did it work? Сработало для вас? Получилось? Еще раз. Should it be symbols or images, or it's the same thing? Well, symbols are generally sort of metaphoric images. Символы – это обычно метафоричные образы. Yeah, symbols are usually metaphoric images as opposed to literal. То есть символами мы называем метафоричные образы, в отличие от буквальных каких-то образов конкретных. So, when our friend saw the three interacting triangles, it's symbolic of something. Когда наш друг, например, видел три взаимосвязанных треугольника, это символ чего-то, я не знаю чего, но это явно символ. Great. Yes. He always has hard questions. У вас тоже сложные вопросы все время. Like that guy. Как и у вас. У меня вопрос. Метафору поля в какой момент использовали? Я просто, когда записывал шаги, я, видимо, эту метафору поля упустил. When do we use, in this process, when do we use the metaphor of the field? When I was writing down the steps, I missed this point. When do we use... you're just, this is a field-based kind of exercise. Это упражнение вообще все основано на работе с полем. Where I'm kind of learning to connect through my... Sorry. Ask to repeat the question in the loudspeaker. And Let's get the loudspeaker. Thank you. Repeat the question, please. Я пока повторю вопрос. Молодой человек спросил, в какой момент техники мы используем метафору поля. Он это упустил и не записал. Right here. Yeah, thank you. Еще раз повторить, да? Значит, выполняя эту технику, судя по методичке, необходимо было использовать метафору поля, а когда я записывал шаги, я, видимо, этот момент упустил. То есть в какой момент мы используем эту метафору и для чего? When I compared the demonstration with what is written in the manual it's written that at some point we need to create the metaphor of the field, and then we use the metaphor of the field. And I didn't notice this step in the demonstration. Well, because you're already looking through your center to the field. Потому что мы смотрели из центра на поле. And so the field is offering the symbol. И в этот момент поле предлагает нам метафоры. So first you have to be centered. То есть сначала мы центрируемся. So the metaphor of the field that I used was energy. То есть та метафора поля, которую я использовала в работе, это метафора энергии. Как ты видишь взаимодействие энергии, как они движутся. То есть метафора поля – это как метафора некой связи между всеми нами для того, чтобы обнаруживать энергию и откуда-то брались образы, грубо говоря, да? Повторите еще раз. То есть метафора поля – это такой некий, условно, костыль, который позволяет нам обнаруживать вот эти движения энергии и рождать образы. So do you mean that the metaphor of the field is a kind of instrument that helps us to get in touch with the relations in the field? Yes. Yes. Yeah. Okay, спасибо. Yeah. Спасибо. So, I love the energetic model Мне очень нравится модель we're made of energy. That's потому what что we're мы made все out состоим of. из энергии. Yeah. So I like the energetic field because that's what we're made out of is energy. Поэтому мне нравится метафора энергетического поля. Мы In все this состоим из certain энергии. package, just this package, right? This is another package of energy and that. Просто мы все это энергии в разных упаковках. Вот это одна упаковка энергии, это другая. They were just all energy. Но все это энергия.
to see the field as energy. It's one metaphor. И right? поэтому, когда я предлагаю клиенту увидеть поле как взаимодействие description. энергий, это одна из метафор, которую я использую. I could talk about it as sort of that net of Indra, where I go, what are these connections? Я могла бы использовать другую метафору, сеть Индры, и могла бы предлагать Could be исследовать another description. взаимосвязи metaphor, между элементами right. этой сети. I think tonight that when you go to listen to Rudiger and Elena, they're going to give you sort of another metaphor or symbolic metaphor. Я думаю, что сегодня, когда вы будете работать с Рудигером и Еленой, то они вам дадут еще одну метафору, как мы можем исследовать поле. Okay? Хорошо? Cool. Good question. Anybody else? Еще есть вопросы? What happened? I just want to know what happened. Вообще, мне интересно, как у вас все Hello. прошло. You gotta throw that thing. Можешь просто ему кинуть. Джудит, Yeah. скажи, пожалуйста, у меня такой вопрос. Если вот просто тупо повторять те вопросы, которые ты задаешь, такого результата не получается. Проверял. This is a funny question. If I just, in a dumb way, if I just dumbly repeat the questions that you use, I don't get the same result that you have. This is what I tried to do, and the result is different. Что What about the field? Как насчет поля? Что-то нужно делать еще, чтобы все-таки получился такой What результат. else do I need to do except repeating your questions to have a good result? I maybe be present. Возможно, присутствовать, Connected to the быть соединенным person, с клиентом, sensing the field. чувствовать поле. Тогда конкретный вопрос. Когда я увидел, что почувствовал... I don't believe you, by the way. Вообще-то я тебе не верю, когда ты это говоришь. То есть я недостаточно тупо его задаю? So I don't look dumb enough for you to believe my question. Джудит, более конкретный вопрос. But Когда more я specifically. почувствовал, что клиент где-то застрял, не хватает ресурсов, If I feel that the client got stuck как вот в in твоем some place, опыте, как ему можно помочь? То есть And there is a попробовать lack из of своего resources. опыта подобную ситуацию пережить, вспомнить, да? Или как это вот сделать? Как это у тебя how can we получается? assist the client at this moment? Great. Do we So- use our own experience helping him, or how do you do it? I think that you should have many choices at your fingertips. Я думаю, у right? тебя должно быть много-много-много вариантов выбора, что ты мог бы сделать. So let's pretend there's a client here. Представь, что у тебя вот тут клиент, Something happens, что-то с ним происходит, and they get stuck. он застревает, So I want to know, well, what's happening? и мне важно понять, как он застревает, что происходит. I can't complete the task. I understand, but Он говорит, what are you aware of? Он What's говорит, happening? я не могу You know? дальше продолжать процесс. Я говорю, хорошо, я вижу, но что именно происходит, что именно So возникло? that's one thing I can do is just go, what are you aware of? То есть You know, первое, or что я делаю, я могу спросить клиента, что прямо have- сейчас с тобой происходит, что ты осознаешь. internal dialogue. У тебя going, this is включился внутренний silly, диалог. do you have an image, Или у тебя возник like a какой-то blank screen, you can't see Образ, anything. или у тебя or you- упала завеса на глаза, ты ничего не видишь. are you feeling anxious because you want to do it but can't? I У mean, тебя what, поднимается тревога, потому что ты хочешь этих изменений, но не можешь их сделать. so from a structural point of view, I'm going, what in the structure is happening То есть на структурном уровне я начинаю исследовать, что на уровне структуры конкретного происходит, that's stopping the person? Can I gather that information? что Right? остановило клиента. That's one thing. Это первое, я собираю эту информацию. Another thing is to tell a story. И второе, что мы можем сделать, это рассказать клиенту историю. Another one is to just find a natural place where maybe that would be occurring in a natural fashion. Maybe Третий sitting вариант on a beach or something. Найти and какое-то такое пространство, в котором этот процесс продолжит происходить that's естественным путем. another Например, предложить клиенту увидеть себя на пляже или еще где-то. Do you know anybody who can do that? Еще один вариант. Знаешь ли ты кого-то, кто на это способен?
Can you stand in their shoes and notice if something Можешь is зайти different? в этого Yeah? человека и обрати внимание на то, что меняется, когда ты заходишь в него. So, I mean, you should have, you know, a lot of choices. То есть тебе Yeah. важно иметь много-много разных вариантов. What do you believe about the process? I mean, do you have a belief about the process? Мы можем спросить клиента, какие у тебя есть убеждения, во что ты веришь про Right. этот процесс. Do you think it's valuable or not? you Кажется know? ли тебе, что то, что ты сейчас делаешь, I think there's a ценно lot или of, нет? you should have many choices. То есть у тебя должно быть много вариантов выбора. Yeah, great. I hope that helps. Я надеюсь, я ответила. Ну, твоя соматическая модель мне очень понравилась. I really enjoyed your somatic model. Thank you. Спасибо. That's always a good place to go. Это очень хорошее место. Because everybody has a body, Потому right? что у каждого из нас есть тело, правда? Everybody shows up with the basic equipment. Каждый из нас имеет базовое оборудование. Everybody shows up with the hard drive. У каждого есть жесткий диск. Да, я хотел сказать об особенностях нашего процесса, который у нас проходил. I wanted to mention the speciality of the process that we did. Да, мне кажется, что он Thank будет, может быть, полезен Maybe группе. it will be useful. Клиент постоянно уходил в голову. My client all the time went into his head. Got very cognitive, yeah. Говорил, становился очень когнитивным. Да, от ощущения, соответственно, вот в теле он уходил в голову. Постоянно приходилось возвращать его. From the body sensation, he fled into his head, and I had to help him return to his Good for body. you, yeah. Хорошо. Да, Yeah, и, good for собственно, you. это нам помогло And this получить helped хороший us. результат. And this helped us to achieve good results. Absolutely, Отлично. absolutely, yeah. Thank I you. mean, we have a tendency to do what's natural for us, and if Смотрите, у that, каждого из нас есть тенденция делать то, к чему мы привыкли. you know, we've spent a lot of years putting a lot of money and a lot of time and a lot of practice into using this thing. And that, Подумайте, как много лет и Yeah. денег мы потратили на то, чтобы научиться использовать голову. yeah. What happens though is, no, seriously, I Ну, mean, it's действительно. important. It's Это же important. важно. You know, you don't want to go, oh, I don't want it. No. Никто не It's- откажется от головы. It's part of the system, but what happens is this is that smaller laser attention. Значит, It's the 7 plus or minus 2, as we say. В общем-то, это полезная часть нас, но что происходит? Вообще-то наше сознание — это всего лишь очень узкий лазер, очень узкий лазер нашего внимания, который может вычленять из реальности 7 плюс-минус 2 элемента. And its job is a certain thing, you И know? у этого лазера есть определенные задачи. And it forgets that there's another part of the system. Но You что know? It just происходит? forgets, Вот этот лазер because that's part of its job. забыл о том, что он часть большей системы. Он So- настолько сфокусирован на своей задаче, что он забывает про большую систему. Yeah. But there are these other minds, right, that are in play, both the mind that's operating in the whole field and the mind that's, you know, originates in the body. И при этом у And, нас есть другие виды разума. Есть разум, который живет в So- нашем теле, функционирует в теле. Есть разум, который включает нас в большее поле. So, you know, it's like a light beam, but it's like a laser beam. То есть наше сознание So это как goes. луч света, но при этом этот луч очень узкий, как лазер. So, you know, since it's like a laser light beam, everywhere it looks, there's light. И поскольку Right. это луч света, куда бы мы его ни направили, то пространство, которое он освещает, оживает для нас, в нем рождается So жизнь. it naturally thinks there's light everywhere because that's what it does. И поэтому наше сознание думает, что свет существует везде, потому что куда бы сознание ни отправилось, там все освещается. So, you know, if you lose your keys in a way and you go, okay, let me go look under the street light because it's nighttime, I lost my keys, so I'm going to look under the light. Но смотрите, если мы, например, Да. на улице теряем ключи и решаем, поищу-ка я ключи Well- под фонарем, потому что там светло. Is this where you lost your keys? No, but there's light here. Это So, то, где ты потерял ключи, нет, но я здесь so ищу, I'm going to потому что keep здесь looking светло. here. И поэтому я продолжаю искать That's its здесь. job. you see. В общем, примерно так действует наше сознание. You know, and it has the most useful of its purposes, and then it has times when it doesn't have all the answers, that there's answers that come from the larger system and then answers that come from the other larger И systems. наше yeah. сознание выполняет для нас очень много полезных функций, но при этом есть моменты, когда наше сознание не может выполнить наши запросы, наши задачи. И с этим могут справиться другие наши разумы. So, yeah, I mean, it's that
I read somewhere a long time ago, I can't remember where, there's a really group of really smart people got together. Я когда-то читала интересное исследование, когда группа очень умных людей собралась вместе, Because they wanted to define what is a sanity, what is sanity. и они очень хотели создать определение здоровому состоянию психики. What does it mean? What does it mean to be sane? Because Что это значит They быть had, like, психически здоровым? thousands and thousands of books about what it means to not be sane. Потому что написаны тысячи книг, которые описывают, что значит безумие, что значит быть безумным. There wasn't a book about what does it mean to Но be sane. практически не существует ни одной книги, где описано, что такое быть психически здоровым. I mean, just to think about that's kind of amazing, right? Удивительно, правда? That books and books about aberrant behavior and То есть у нас есть книги, описывающие всякие разные нарушения нашей психики и поведения. So, Степень отклонения мы можем оценить. who's talking there? Oh, there he is. I thought I was hearing voices again. No, sorry. Я испугалась, что у меня уже голоса в голове. Go ahead. What? Степень отклонения мы можем оценить. Степень нормальности никак. So we can measure the degree in which we are insane, but we cannot measure the degree of sanity. Right, Да, right, мы не right. можем степень нормальности оценить. So this person, these really smart people got together and they just, thought about it and thought about it and thought about it. В общем, So эти what does умные it really люди mean, собрались вместе, очень усердно думали, что же это все-таки значит быть психически здоровым. How do we know one without the other in a way, right? Как мы And можем понять одно без другого? the answer was very simple. Ответ был очень простым. The ability to integrate. Способность интегрировать. That was what the definition was. Вот такое определение они выработали. That I can, like I said, I can find the resonance between the reasons of the reasons and the reasons of the heart and the reasons of the outside world. To Когда find that resonance. я могу найти резонанс между порывами моего сознания или интерпретациями сознания, между потребностями сердца, тела, большего поля. So, the beautiful ability that we have as human beings И то, что в нас очень красивое в людях, to go to this sort of meta position, this place that I can become aware of a larger system in a way. мы Right. в состоянии входить в метапозицию, в которой мы можем воспринимать систему более масштабно, мы можем получать большее видение. That's a wisdom of the conscious mind in a Это, way, на right? I самом have деле, this мудрость beautiful нашего ability сознания. to kind of disconnect from this place and to take a distance and become an observer and get a bigger picture in a way, or to get more information. Это мудрость нашего сознания. Наше сознание способно выйти из какой-то одной конкретной точки восприятия, посмотреть все как будто со стороны, увидеть все шире и увидеть гораздо больше. But if I, if I do that, and now I go to this other awareness, И and then I go, oh, Judy, you stupid girl, I can't believe you screwed up again and again. You just keep making a mess. How come you keep doing that? Blah, 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 blah. Но что может происходить? Я делаю это, я вхожу в метапозицию, я смотрю на себя со стороны, и при этом включается следующая штука. Джудит, как ты тупо поступила, как ты могла так поступить? Ты очень неправильно поступила. Как ты вообще могла это сделать? It should be in my thinking. I mean, that would get me kicked out of the Garden of Eden, right? И, конечно же, вот такой диалог, конечно, выгонит меня из райского сада. But if I can go there and have a reflection and correct myself and then come back home, Но если я then it's a научусь blessing or входить it's a в такую gift or позицию it's, наблюдателя, рефлексировать над тем, что я делала, что происходило, корректировать себя и с этими новыми решениями возвращаться в себя и действовать по-новому, вот это, по-моему, благословение. But if I go there and make all these horrible judgments about myself, then that part of me that has that beautiful skill has now just become part of the problem space, right? Но если, выходя в позицию наблюдателя, я начинаю себя осуждать, то вот этот прекраснейший навык рефлексировать о себе, наблюдать себя со стороны, превращается в самоосуждение и превращается в проблему. So now it's not just Judy having this problem, but now this
part of me is now. This is part of a bigger problem, and То есть изначально, может быть, одна часть меня имела проблему, Джудит, а теперь уже подключается еще и мое осуждение, и теперь это две части становятся частью большей проблемы. Even though my desire is for self-correction, my desire is to correct. Хотя but- изначально этот yeah. прекрасный навык у меня появился из желания себя исправлять и развивать. So most likely, if I do that, I'm going to feel worse, not better, right? Так вот, если я так буду делать, я буду чувствовать себя еще хуже, а не лучше. So then it becomes a degenerative. И as тогда opposed to это generative. дегенеративное So. сотрудничество. Yeah, that makes sense, right? Имеет смысл это, да? So I think it was Aldous Huxley that said this ability when we created this ability in the history of our consciousness. И я думаю, that- Олдос Хаксли сказал, что когда мы в своем эволюционном развитии получили эту способность рефлексировать над собой, саморефлексии. For example, my dog Josie can't do that. Например, моя собака Джози на это не способна. Она не может себя осознавать. My horse Shotzi, she can't do that. И моя лошадь Шатси тоже на это не All способна. they can do is be completely perfect Все, что они могут делать, это быть in полностью, themselves at all полностью в times. себе, полностью в опыте проживания. So this is only what we think about our dogs and horses. Yeah, probably true. Возможно, да. I agree, but Я вам могу I don't согласиться. I don't see her doing a lot of judgment on Но я не herself. вижу, как моя собака сильно... Although I do think my horse felt a little embarrassed once when she kicked me on an accident. А я не часто вижу, как моя лошадь или собака переживает по поводу себя, но хотя я видела, как моя лошадь стыдилась, когда случайно меня ударила. But I've never seen my dog Josie go, "Oh, wait a minute, let me Но я не вижу, reflect on that." как моя собака Now, Джози говорит, are they подождите-ка thinking? Are they минутку, подумаю learning? о своем Yeah, поведении. they're thinking and learning in their way, right? But it's not our way. It's То not есть, the same. is да, what I'm saying. вопрос в том, думают ли животные, обрабатывают ли мыслительно свой опыт, да, каким-то образом, да, но In они не fact, начинают самокопание. I have friends who go, "That's because they're already perfect and we're still trying to be." Некоторые мои друзья говорят, животные так не делают, потому что они уже идеальны, а мы всего лишь стараемся стать идеальными. They go, "The animals are already perfect. They're already finished work. We're not finished work yet." That's Животные просто уже идеальны и завершенны, That's why I совершенны. love them so much. Поэтому я их так люблю. Okay. А мы еще не совершенный продукт. Great. So anyway, when we can just be completely who we are in all our splendor and beauty, then that I guess that's nirvana or Возможно, that's grace. Yeah. когда мы сможем быть полностью собой, со всей своей красотой, это и будет состояние нирваны. Мы в свое время обследовали кошек Куклачева. Это цирк, в который работают только кошки. Их At some point of time, we made an investigation. We explored the cats, specially trained cats who were trained in the circus, мы изучали у них глазные сигналы. and we explored the eye patterns, eye signals. The Есть eye кошки, accessing cues. Yes, eye accessing cues. вот, есть кошки праволапые, леволапые. There are cats who are right-handed and left-handed. Так, ну, Well, there are horses that are right-footed or left-footed. Да, есть и so лошади правоногие и левоногие. They Вот. lead with the right or И they у lead Они кошек либо есть на левую ступают, либо на правую. визуализация, есть аудиальный канал, есть кинестетика, нет внутреннего диалога. And the cats can visualize. И The cats can visualize. гениальный They have kinesthetics, they have feelings, but they don't have inner dialogue. вот, They у have них auditory гениальный system, no Павлов inner dialogue. назвал это второй сигнальной системой и Что? опередил нас. Павлов назвал это вторая сигнальная система, что она отсутствует у животных. We have this scientist, Pavlov's dogs. Yeah, yeah. And he was a bit ahead of Но- NLP, and he said that he called this inner dialogue the second signal system. And he said the animals don't have the secondary signal system. Right, I was Вот, going to say, ну, не- we're all mammals. Но у Ну них да, мы есть- все млекопитающие. First of all, we're all Во-первых, мы mammals. все млекопитающие. вот. And then they have a different range. Но у них Yeah. оказалось все-таки у них что-то типа такого. Interesting.
такой редуцированный совет с собой все-таки есть. Ага. But still, a kind of inner dialogue, a kind of inner reflection they have, a very reduced one. Okay, we're out of control Что, now. мы потеряли контроль над темой. No, I agree. I agree. Я согласна. Absolutely. Even an Абсолютно. octopus is extremely intelligent. Даже осьминоги очень-очень-очень умны. Apparently extremely intelligent. Очень умны. But, you know, because everything has to go through our nervous system, I'm still making a lot of assumptions. Но Yeah. поскольку весь жизненный Yeah. опыт мы обрабатываем через свою нервную систему, я, конечно же, делаю суждения. I mean, I don't totally know what's going on in there, but Конечно же, я не могу полностью понять, что pretty sure they're происходит not внутри taking кошки. metaposition. I don't know. Could be. Could be. But, you know, we're all mammals and we all have a different set of filters based on our basic design, you Но know, в любом whatever the случае, hard drive is. мы yeah? все млекопитающие, с одной стороны, That's с другой why- стороны, у нас у всех, у разных млекопитающих разные физиологические фильтры. I don't know if Josie has internal dialogue, but I know she can hear things I can't hear. Я не знаю, есть ли у моей лошади Джози внутренний диалог, но я знаю, что она слышит то, что не могу услышать я. And she can smell things I can't smell. Она может унюхать то, что не могу I mean, you know, унюхать her я. range. То есть у нее спектр чувствительности в этих She- вещах другой. She sees things, you know, maybe similar to me, but Может not быть- exactly the same. Yeah. Может быть, она Yeah. видит реальность похожим образом, как я, но не точно так же. But it reminded me of a story И ты мне напомнилась об истории одной. when John Grinder and I were married, we had horses, you know, several Когда мы horses. с Джоном Гриндером были женаты, у нас было несколько лошадей. So we went to the feed store one day, you know, to buy horse food and И однажды мы stuff. отправились в магазин, чтобы купить еду для лошадей. And there's just this old cowboy, you know, that works in the feed store. И в этом So, магазине cowboy. работал старый And, ковбой. Over in the corner of the feed store was like a little thing with books on it, you know, just a little rack with different books on И в самом it. уголке этого магазина с едой для животных была небольшая полка, где было сколько-то книг. And John's over there, you know, and he's looking at books and, И you Джон know, подошел к этой полке с книгами, Yeah. начал рассматривать книги. And so the cowboy, you know, the guy comes over and he goes, you know, are you looking for something special, you know? И ковбой к нему подходит и говорит: ты ищешь что-то особенное, какую-то особую книгу? And John goes, well, I'm looking for something on the mind of the horse. Ну, и Джон отвечает: я ищу какую-нибудь книгу про сознание лошадей. And the guy stops. И ковбой останавливается I think it would be a really little book. и говорит: наверное, это будет очень тоненькая книжка. And I believe it's probably bigger than a little book. Ну, But я you know what думаю, I'm чуть-чуть saying. больше, может, That's чем great. пару страниц. That's Но great. But we don't know, and that's a beautiful thing Но- to want to investigate that. Но you правда know? в том, что мы на самом деле не знаем. И интересно поисследовать это и больше про это узнать. So we wonder where these, you know, sort of, when we think about the outside world, the totems, for example, for the Native Americans, those symbols that, you know, represented certain strengths and characteristics that carried on through the family. И когда мы подумаем, например, про такое явление, как тотемы, очень популярное у коренных индейцев. The Тотемы — Bear это Clan or the животные, Otter которые Clan. символизировали особые качества, особые архетипические силы, и эти тотемы Beaver передавались Clan, you know, в all the семье. clans. You know, so. Животные или растения, которые символизировали качества, передавались от старшего поколения младшему в семье. So where I live in California, we have mountain lions, a lot of mountain lions. Я живу still, в Калифорнии, и у нас там очень много горных львов. So my son said he was out riding his bicycle. He likes to ride those mountain bikes, you know, like bicycles in the mountains. You know. И мой сын Они- однажды рассказывал, он любит кататься на горном велосипеде, вот он однажды катался. So he said he was riding with two friends, С and двумя he said друзьями. he's just flying down this trail, and all of a sudden there's this mountain lion just sitting in the trail. Они катались, ехали по тропе, и вдруг прямо на тропе сидит горный лев. Very big cat. you Очень know, большая and so кошка. He just stops. Он остановился, He said the lion just stared at him and stared at him. и он говорит, что этот горный лев И на меня just- смотрел I didn't move, just, you и know. не двигался. He said his friend goes flying by the mountain lion, doesn't even see him. И он говорит, And I said,
did the mountain lion respond? Because, usually they're going to respond to movement, right? И что он стоит, а мимо пролетает на большой скорости друг, и горный лев даже его не видит. И я спросила, лев как-то среагировал, потому что они реагируют обычно на движение. He said, "No, Mom, he never took his eyes off of me." И он говорит, нет, мама, он от меня не отводил взгляда ни на секунду. And then the next guy comes and sees him, and so he stops. И следующий парень подъезжает и замечает горного льва и останавливается. What did the mountain lion do? И я спрашиваю, а что сделал горный лев? He never took his eyes off of me. Он ни на секунду не отвел от меня взгляда. What did you do? А что ты сделал? He said, I just calmly started to walk away. Я просто очень спокойно начал удаляться, Just walked away. уходить прочь. You go your way, little brother. Ты иди своим I'll go путем, my way. маленький брат, а я пойду своим путем. In mutual respect. С взаимным уважением. I said, but that kind of an experience Я говорю, ну вот такой опыт, and being just open to that in the moment. и если в это you know, мгновение происходит he контакт, и вы ему открыты, critical error to go get scared and run. I mean, это была бы очень большая ошибка Critical испугаться error. и побежать. Это была бы критическая ошибка. smart to carry a stone or something, so you can kind of toss a stone in a direction. Было бы умно иметь с собой камень, чтобы его можно было кинуть в какую-то сторону. In the Native American world, А вот в мире коренных американцев that'd be big, you know. это бы был важный опыт. You just, that just is now a power, like a power animal. So Это было бы вашим животным силой, если бы вы встретили его. big communication for И him, это you было know. бы важной коммуникацией, такая встреча. So, sometimes the universe just offers something, И иногда and, Вселенная просто предлагает нам что-то, through that connection, something awakens in и another, in через you, этот right? контакт что-то в нас пробуждается. And that's the idea of sort of those archetypes or those symbols or И это снова connections to проявление the larger идеи field. символов, архетипов, которые соединяют нас с большим полем. It's a great moment to know how good of state control you have as well. И это также прекрасная возможность понять, насколько хорошо вы контролируете свое внутреннее состояние. True? Правда? What'd you say? You could Your son. What about your son? What was the end of the Oh, story? he just had to go your way, little brother. I'll go mine. Просто он ретировался. And that's the that comes from what they say. What does the Native American do when he meets a rattlesnake on the road? И знаете, есть такая поговорка, что делает коренной американец, коренной индеец, когда встречает на тропе snake, Rattlesnake. гремучую змею. Yeah, rattlesnake. Что делает индеец, когда встречает гремучую змею на тропе? He just says, "Hello, little brother. Он говорит: привет, маленький брат, You go your way. ты иди своей I'll дорогой, go my way." я пойду своим путем. Mutual respect. Со взаимным уважением. That's lovely. Yeah. Это очень That's хорошо. lovely. Yeah. Oh, was that your hand? Микрофончик. I thought so. She needs the talking stick. Есть микрофон. She's getting a lot of exercise over there. I used to think that observer's position is third position. Я раньше, я всегда I думала, что used to think that what? Observer's position is third position. Yeah. я всегда думала, что позиция наблюдателя это третья позиция, And meta position is something way different. а метапозиция это что-то отличающееся от позиции On the наблюдателя. other hand, they both provide a way of looking Yeah. at the situation С from другой the стороны, и side. с одной позиции, и с другой мы можем Let me tell you about a little посмотреть на something about что-то that. и увидеть что-то в более масштабном контексте. Originally in NLP, there was this position, and this position. Right? I mean, there were three positions: my, you, and somebody else. Okay. Изначально в НЛП у нас So- было три позиции: я, ты и кто-то наблюдающий со стороны. That third position was meta position. То есть вот эта третья Observer позиция, position. позиция наблюдателя была метапозицией. As you'll see tomorrow, Как вы увидите завтра, when we play a little bit with with the jungle gym or the generative NLP. когда мы будем работать thing. немного с We'll show you tomorrow. генеративным НЛП, Meta position is if I'm really completely off of the map.
let's say here's a map, boom, 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 you know, Если у меня есть and I карта, can be either standing in the map, и я могу right? стоять либо внутри карты, находиться we'll внутри do this карты, tomorrow, or I can be completely off of it and observing или я могу set of полностью выйти interactions. из карты и наблюдать за этой картой со стороны. But I think Robert Dilts and Todd, when he was still alive, Но я думаю, When- Роберт Дилси тот, когда он еще был жив, here's Judy's position in the past, сказали бы так: вот Джудит in the present, в прошлом, в настоящем and in the и в future. First будущем. position, Первая me, позиция right? я. In the past, in the В present, прошлом, in the настоящем, future, будущем. right? Here's a second position. Вот вторая позиция. You know, Judy in the past, Judy в stepping into прошлом. the shoes of Sister Mary Annunciata, Заходит в свою, например, сестру в прошлом. right? This is Judy in the present, stepping into А the shoes здесь of my Джудит в granddaughter. настоящем right? заходит, Blah, blah, blah. например, в позицию своей внучки в настоящем. And then there's a third position. И также есть у нас третья позиция. It's a little bit of a field position. Это можно ее назвать частично полевой. So I'm looking at what is the news that comes out of the relationship. Я смотрю отсюда So, на то, что я вижу по поводу их взаимодействия. It's a little bit of both, Это и то, и другое, чуть-чуть. but I'm still in the matrix. Но я все еще внутри Yeah. матрицы. And meta position would be just being able to А observe that field. метапозиция по So. сравнению с этим, это будет способность And наблюдать за всей матрицей со стороны. в Because целом. in the original sort of first generation of NLP, it was sort of first, second, and third was called meta position then, that I think it got mixed over time. Но And, поскольку изначально в первом So I hope поколении that- НЛП у нас было yeah. 3 позиции, и That's третья my- называлась my метапозиция, description то со anyway. временем вот эти два явления, они смешались, And now we стали have путаться. sort of the superposition, А сейчас у нас также есть еще sort of суперпозиция, connected all the way into the center. когда мы полностью соединены and с центром. We have fourth position, Есть четвертая which позиция, is the field. которая people есть talk поле. about it in a lot of different ways. Мы so. можем говорить об этом очень по-разному. So if we tell a client when we talk to him, when we lead him through the process, that look at yourself and remaining yourself, but he suddenly goes distant. He goes into third position. Does it signal about something? Should we correct him, or it doesn't really matter? No, I don't. I personally, it doesn't bother me. If a person is in a certain state, let's say it's state X, Смотрите, если человек находится в определенном состоянии, например, в состоянии X, you want them to be able to reflect и on ты предлагаешь that. своему клиенту поразмышлять над этим состоянием, увидеть свое состояние со And стороны. let's say I call it meta or И, observer or допустим, third, whatever. я приглашаю его выйти в эту позицию наблюдателя, называю его либо мета, либо наблюдателем. It's still got its own basis of feelings, and it's got its way of observing. It's got, you know, В этой it's just метапозиции different than все равно this. будут и какие-то чувства, какие-то суждения, просто они будут идти из другого ракурса. I'm always going to have something going on in there, no matter where I go. Куда no бы matter я what ни I ушла, call в it, какую hopefully there's позицию, все something равно going во on мне in что-то there, будет right? происходить. Yeah. You. А из четвертой позиции мы можем наблюдать за метапозицией? And can we observe meta position out of the fourth position? Can we what? Observe meta position Yeah, out of the I fourth guess you position. can. Наверное, да. If that's part, well, I mean, okay. Think Хорошо. about this. Подумайте об этом. Here I am Вот я. with a problem. У меня проблема. Let's call it that problem. Давайте назовем это проблемой. I go to here to, Я иду to сюда, reflect, to чтобы resolve, поразмышлять над этой проблемой, найти but ее I решение. judge. So we'll call Увидеть that ее meta лучше. problem. Давайте это мета-проблемой Meta назовем. problem. So where do I go so that I can include this whole Куда thing я and могу see the пойти, interaction of those two чтобы parts of myself? исследовать отношения этих Yeah. двух частей меня? Be like that. Будет примерно так. Yeah. А вот из-за этого посмотреть на того, который смотрит. And out of this, can we observe the one who is observing this? I guess we can. Я думаю, I да. mean, you know, as long as I just adding more elements to the Чем system, я can просто I добавляю новые элементы в систему. add more elements to the system? I guess you can. Я Yeah. могу добавлять новые элементы в систему, It's конечно. still you, though. Но все еще это будешь ты. Yeah.
I just know I've disassociated from this set of feelings, Я and просто then буду знать, gone что to я another position. диссоциировалась от And- этого yeah. чувства, вышла в метапозицию, а затем диссоциировалась еще из нее. I mean, in a way, you yesterday when you were doing that sort of matrix, that identity matrix, you were trying to like take acts. You know, it's the journey of identity in a way. Ну, Who am I being called to become? Right? Частично мы делали это, когда вчера работали с матрицей идентичности, когда мы входили в разные аспекты себя и выходили из них. Who is the world asking me to become? Кем Right? мир меня, кем я хочу стать. So I can kind of look at that whole constellation in a way. I could add more parts to the constellation, I guess, if that's what you mean. Yeah. Потом другую часть и другую часть. То есть мы можем исследовать совершенно разные части себя и аспекты. All right, you guys. Хорошо, ребята? I promise tomorrow morning we will do cognitive mind, Я обещаю, что завтра утром мы начнем с когнитивного разума. the wisdom of the cognitive С mind. мудрости когнитивного разума. What about active dreaming? Okay, we will do active dreaming first thing. Значит, First thing начнем с in the активного morning. сновидения утром, Because it's getting kind of late. потому что становится уже поздно. Yeah. So we will do, I promise you, we will do Обещаю. active dreaming Начнем с активного сновидения. first thing in the morning. Самое первое, чем мы займемся, активное сновидение And завтра утром. you're gonna At like what it a time? lot. At what time? We meet tomorrow at 9:30. В 9:30, завтра в 9:30. One question. One question. Один вопрос. В моем опыте иногда я встречала, что клиенты путают свои позиции. Они, допустим, часто бывают во второй позиции и не отслеживают свою первую In my позицию. experience, clients sometimes confuse their positions. For example, they associate a lot with second position and they don't notice their first position. Right. Right. И иногда терапия бывает тогда, что мы просто выстраиваем как бы And позиции, да, sometimes свои. therapy happens, change happens when we help the client to restore his or her first position. Absolutely. Отлично. Absolutely. Если мы добавим все вот эти позиции, которые были, If we add up to this more and more positions that you mentioned, мы не сведем человека с ума. do we have a risk to lead the person crazy? Well, no, I don't know that you're going to leave somebody crazy, but you better put them back together. Но не думаю, что ты сведешь человека с ума, но обратно его надо будет вернуть в его первую позицию. But I mean, I personally have found, you Но лично know, я обнаружила for 4. you know, can I get a sense of the field, the way those parts are interrelating И to each четвертое для меня other? это чувство поля, You know. как я соединяюсь с отношениями между разными аспектами себя. Can I teach a person to have a strong first position, especially if they've never had any boundaries? I agree, you're Например, right. я you могу know, научить человека усилить свою первую позицию, если у него Yeah. слабые границы. Sometimes, you know, you meet people that have such a strong first position, they can't even be sensitive to another А иногда мы person's, встречаем you людей с know, такой сильной первой feelings, позиции, что они вообще не чувствительны к Yeah. другим людям, и мы тогда можем научить их второй or позиции. people who are so, you know, in observer position all the time, they don't have, Или they люди, can't которые feel постоянно most of their находятся в body, позиции you know, so, наблюдателя и вообще не чувствуют Yeah. свое тело. yeah. Okay, Хорошо, друзья. all right. Готовы? Okay, we're not going to race, Мы с вами никуда не but спешим. we're going to go climbing a little bit. Are you Мы ready? сейчас гнаться не Just будем, the но end мы of the day, so everybody stand up. займемся, в общем, будем на горы взбираться. Встаем. We're climbing up a mountain. Взбираемся на горы. We're climbing up a mountain, but we have a heavy backpack on. Представьте, что у вас тяжелый рюкзак. Feel that backpack. Почувствуйте свой тяжелый рюкзак. Okay. Хорошо. Поднимаемся вверх по We get to горе. the top of the mountain. Мы доходим до вершины. Take off the backpack. Снимаем этот тяжелый рюкзак. This is great. Вау, Yeah. здорово. Top of the mountain. Вершина горы. Oh, and then we see a mountain lion. И тут видим горного льва. Бежим! No. It was Richard Bandler. Это Ричард Бендлер. Бежим! All right, you guys. I'll see you Хорошо. tomorrow. До завтра. Have a good one. До завтра. Thank you. Thanks to my voice. Спасибо моему голосу. Yeah.